Всего 4 матча отделяло нас от того момента, как мы узнаем всех обладателей медалей чемпионата Европы по волейболу среди мужских команд. Сможет ли Словения в третий раз забраться в финал, или же Польша сможет пробить это проклятие? И смогут ли французы сместить Италию с позиции самой сильной команды Старого Света? Сейчас все это мы с вами и узнаем. Обзоры полуфинальных и финальных матчей в этом видео. С вас обязательно лайк, подписка на канал, а мы начинаем. Польша и Словения готовились первыми выйти на площадку в Риме. Несмотря на все предматчевые прогнозы, где поляки были очевидными фаворитами, было все-таки несколько нюансов, что могли привнести интригу в это противостояние. Первый, Словения чаще всех оказывалась в финале Евро за последние годы, а Польша со времен 2009 триумфального года там так ни разу и не была. А второе, это то, что с 2015 года лишь одна команда могла переиграть поляков в плей-офф, и этой командой, как ни странно, является Словения. И проклятие для действующих победителей Лиги Наций, похоже, решило продлиться и на этот турнир. Словения снова забирает стартовый игровой отрезок себе, в этот раз со счетом 25-23. И не сказать, что именно они сильно преуспели в достижении этого результата. Скорее, поляки решили действовать по лекалам матча против Сербии. В этот раз им удалось превзойти свой антирекорд – 12 ошибок лишь за один сет. Что отличало его в этот раз? Так это то, что теперь не Леон своими ошибками все остановил, а Сливка и Кахановский взяли это бремя на себя. Сливке также досталось и от Чебуля на старте второго сета. После двух эйсов от славянского доигровщика Герпич был вынужден взять тайм-аут, чтобы хоть как-то привести в чувство своих подопечных. После длительных споров с судьей в поисках правды поляки потеряли много эмоций, так что казалось, что вернуться как минимум в этом сете у них не получится. Но тайм-аут сработал. Организовав рывок 12-4, Польша стремительно вырвалась вперед и с легкостью удержала своего оппонента во втором сете с счетом 25-21. Самым старательным забойщиком тут стал Вильфредо Леон. Доигровщик вспомнил про свою праймовую форму, где каждый выход на подачу был максимально смертоносным. Свои бесчинства уроженец Кубы продолжил и дальше. Особенно пострадали словенцы от его подач в четвертом сете. Так что Польша сбивает с себя данное проклятие и впервые с 2009 года проходит финал чемпионата Европы. Я как-то перепрыгнул через третий игровой отрезок, а там было о чем сказать. Грегор Рупрет при равном счете в середине этого сета получает травму и вынужденно покидает площадку. И пока там Планетшич налаживал взаимодействие с атакующими игроками, поляки и успели набрать необходимый для успеха гандикап. Хотя я бы не назвал появление Уроша какой-то проблемой. Он вел достаточно разнообразную игру, чаще подключал пайп и взаимодействовал с центрами, но даже этого оказалось недостаточно для успеха. Несмотря на поражение национальной сборной Словении в этом поединке, я бы все же отметил их стойкость. Измученные травмами с ограниченным составом, эти ребята уже который турнир бьются за самые высокие места. И скорее всего, была бы у них возможность активно использовать замены по ходу группового этапа, быть может, они бы были более заряженными и энергичными в этом полуфинале. Мужичу, безусловно, нужно работать над своей вариативностью в атаке, потому что этот сезон не показал какого-то прогресса в его игре, а скорее даже наоборот. Если в прошлом году он брал какой-то новизной и неожиданностью, то теперь к его атакам и подачам уже все приспособились, так что забивать ему стало гораздо сложнее. В этом плане ему стоит поучиться у Лукша Качмарака. Несмотря на не самый идеальный полуфинал диагонального, даже здесь он успел продемонстрировать свой разнообразный атакующий потенциал. Самым же игроком этого матча стал Вильфредо Леон, набравший 25 очков. Результат и вся остальная статистика сейчас находятся в протоколах, что расположены на ваших экранах. Во втором полуфинальном матче разыгрывали путевку в финал Италия и Франция, действующие триумфаторы Евро и Чемпионата мира против действующих чемпионов Олимпийских игр. В отсутствие главных французских звезд фаворитами считались итальянцы, но тяжелый четвертьфинал оставлял подопечным Андреа Джани шансы на неплохой для себя результат. Только все это были лишь расклады. То, что произошло в реальности, сейчас мы с вами и обсудим. Отдельного обсуждения заслуживает разве что развязка первого сета, где шла равная игра почти до самой концовки. Ангапет снова вышел и неплохо помог своей команде за счет подачи. Почему неплохо, а не хорошо? Потому что хорошо это следом за ним сделал Сбертолли. Итальянский связующий продемонстрировал куда более внушительную серию, что и стало определяющим фактором в выявлении победителя в первом сете.
Дальше хочется чуть больше глобального анализа, нежели препарировать игру на какие-то отдельные части. Главной проблемой французов являлось то, что если вдруг не пойдет игра у доигровщиков, то плана Б по сути и не будет. Клевино хоть как-то мог помочь своей команде, а рассчитывать на то, что Нгапет выйдет и спасет Францию, вообще не приходилось. Черный день для действующих олимпийских чемпионов настал именно в этом полуфинале. Карле хоть что-то доводил до Бризара и даже держал хороший процент в атаке, хоть и на небольшом количестве попыток. У Луати же были просто колоссальные проблемы на всех фронтах. Но при этом Джанни именно его оставил на начало второго сета, где позже был вынужден заменить его на Нгапета. Но при всем уважении к Эрвину, что вообще следует ожидать от человека, который уже несколько месяцев не играл на высочайшем уровне? Француз был больше похож на такого опытного старого дядьку с пузиком, который зашел к молодежи поиграть в волейбол. И особо не прыгая, он чисто на технику раскатывал мячи. Но Италия команда не такого уровня, чтобы вот в такой манере их можно было обыграть. Причем я бы даже сказал так, итальянцы сейчас показывают ровно такой же волейбол, что и на чемпионате мира. Джанелли после провальной Лиги Наций решил взяться за голову и снова демонстрировать высочайший уровень волейбола. Лавия, который также заслуживал звания MVP, которое по итогу забрал Симоне, просто не замечал сопротивления оппонента и издевательски реализовывал обманные удары любой сложности. Если до этого считалось, что французы эталонные защитники, то при обширной ротации вся эта магия мгновенно разрушилась. И на их стороне падало то, что падать в принципе и не должно. А вот сборная Италии продемонстрировала идеальную оборону, что позволило им в 3 сетах спокойно разобраться с Францией и оказаться в финале. Последней надеждой для французов тут могли стать диагональные, но и тут фиаско. По 3 Буае каждый раздавали по 4 мяча, на чем и решили закончить свои подвиги. А как вы понимаете, если уж 31 очка не мира не хватило для победы над Италией, о чем тут говорить, когда их всего 8? Самым результативным в этом полуфинале стал Юрий Романо, набравший 15 очков. Статистика остальных участников встречи, как всегда, сейчас находится на ваших экранах. С неподдельным энтузиазмом мы врывались и в финальный день, где сперва нас ждал матч между Словенией и Францией за бронзовые медали. И как-то очень не хотелось, чтобы очередной матч французов заканчивался со счетом 3-0, потому что именно такой результат был во всех матчах плей-офф для действующих олимпийских чемпионов. К сожалению, все было похоже на то, что с таким же результатом завершится и поединок за бронзовые медали, потому что Словения абсолютно буднично разобралась с подопечными Джанни в первых 2 игровых отрезках. Итальянский специалист решил выставить неожиданное сочетание игроков на площадку. Нгапет, Телли и Буае заняли место в стартовом составе, и единственным стабильным звеном в этой цепи был лишь Кевин, что безупречно работал и в приеме, и в нападении. Хотя именно Буае мог стать героем первого сета. 2 неожиданных эйса диагонального в концовке помогли выровнять положение на табло, но дальше развить этот успех у Франции не получилось. Нгапет также стабильно держал подачу, да и в приеме был крайне надежен, но его слабая игра в атаке создавала огромные трудности для его команды, так что на время его место занял Луати, но и он помочь своей команде не смог. Франции был необходим человек, который смог бы повести за собой весь коллектив вперед. И этим человеком стал Жан Патри, который сперва не получал достаточного доверия от связующего, но своим старанием смог убедить Бризара пасовать ему куда чаще. А также и поспособствовал воодушевлению Нгапета, который первые 2 сета выглядел максимально отреченным от желания бороться за медали. И вся эта заводная бригада начала свой поход за очередным эпичным камбэком. Все это происходило на фоне чрезвычайно активной загрузки в атаку Рока Можича. Если сперва он справлялся с этим безупречно, то после того, как это поняли и блокирующие французов, эффективность молодого словенца резко снизилась. Было у этой стратегии достаточно очевидное обоснование. Винчич, которого экстренно вызвали в сборную на место травмированного Ропрета, безобразно пасовал в 4-ю зону, что не позволяло стабильно набирать очки доигровщикам в этих расстановках. Чеболь и Урнаут, конечно, сильно старались, но бесконечно реализовывать тяжелейшие мячи было попросту нереально. Так что примерно с той же легкостью, с которой Словения забрала себе первые 2 сета, последующие 2 уже отправились в актив сборной Франции. Поэтому идеальным решением для этого сражения суждено было стать тайбрейку. В 5-м сете словенцы куда лучше проявили себя на подаче, а Можич лишь в концовке Евро решил включить ультимативный режим, который и позволил завоевать его команде первой в истории бронзовой медали чемпионата Европы. А французы уже не первый раз становятся 4-ми. Самым результативным игроком матча за 3-е место стал Рок Можич. Славянский доигровщик, выполняющий обязанности диагонального, набрал в этом поединке 26 очков. Вся остальная статистика находится сейчас на ваших экранах.
К сожалению, финальный матч нам такой драмы не подарил. Каждый раз ты сидишь и ждешь какой-то искрометной зарубы на 5 сетов, особенно в финале. А чаще всего получаешь то, что было и в этот раз. Несмотря на горячую поддержку трибун, а я напомню, что финальные матчи проходили в Риме, какого-то гандикапа из этого итальянцам извлечь не удалось. Если на предыдущих стадиях поляки давали преимущество соперникам за счет большого количества собственных ошибок на старте матча, то в финале они решили не разбрасываться возможностями и сразу броситься вперед. Поляки не только обладают самой внушительной скамейкой запасных, даже на фоне травм, но также еще и самой сильной линией подающих. Жаль, что стабильно вся шестерка затруднять прием не может, точнее не могла до этого матча. В финале польские подачи просто растерзали итальянский прием. 28% доводки в первом сете и 15% во втором. Джанелли приходилось из кожи вон выпрыгивать, чтобы хоть что-то хорошее сделать для своих нападающих в таких условиях. Галасси и Руссо, который все же восстановился от травмы, полученной в четвертьфинале, во втором сете атаковали всего по одному разу, а за первый игровой отрезок и вовсе не удостоились хотя бы одной передачи в свою сторону. Во все том же первом сете Хубер, который еще не так давно даже не проходил состав, просто начал крушить своих соперников за счет подачи. И быть может бы все обошлось для итальянцев, когда во втором розыгрыше матча Лави реализовал атаку, но тогда из-за второго мяча на площадке судья назначил спорный мяч, чем позволил центральному блокирующему сборной Польши продолжить куражиться. В итоге за счет суперэффективности в атаке от Леона и 3 эйсов от Хубера счет в концовке стал уже 20-13. Лишь классная подача с Бертоли, вновь вышедшего на замену, и 2 блока на Качмарике позволили хоть немного задать интриги в первом сете. Но все же поляки дожимают итальянцев и забирают первый игровой отрезок себе – 20-25. Хозяева хорошо держались до середины второго сета, где при счете 15-15 за лицевую линию вышел Леон, и бам, счет молниеносно превратился в 20-15. И снова ловить тут Италии было нечего. 21-25, исход все тот же. Лишь наладив прием в третьем игровом отрезке, итальянцы наконец-то включаются в борьбу, и только этот сет был достоин финала. Жаль, что он был завершающим, а не тем, с чего все начиналось. Ключевым тут стали эйсы от Хубера и Леона в концовке, а также розыгрыш, где Романов сперва не забил на пустой сетке, а затем отправил мяч в аут. Напоследок на матчболе Италия подарила нам прекрасное ралли с парочкой сумасшедших сейвов. Но чуть позже Сливка подарил своей команде золото чемпионата Европы. А еще не так давно я выпустил видео, где рассуждал на тему того, что Леон уже не тянет на звание первой звезды. Видимо, Вильфредо, посмотрев этот ролик, набрал для себя полный чан мотивации и не только помог своей команде завоевать второй титул в этом сезоне, но и также заработал себе звание MVP. Плюс доигровщик разделил звание самого результативного игрока финала вместе с Лавией. Оба игрока набрали по 13 очков. Вся остальная статистика по традиции находится перед вами. Вот и завершился чемпионат Европы. Совсем уж много сенсаций он нам не подарил, но посмотреть тут точно было на что. После того, как вы поставите лайк под этим видео и подпишитесь на канал, обязательно пишите в комментариях, что вам запомнилось в этом турнире больше всего. Ваше мнение, как обычно, будет крайне интересно почитать. Ну а с вами, как обычно, был Николай Иванов. Любите то, что вы делаете, и все у вас обязательно получится. Скоро увидимся. Пока.